Марк Симмонс жил в небольшом городке Норман, штат Оклахома. Он унаследовал ферму от своего отца и с удовольствием продолжал семейное дело. Каждое утро Марк вставал с первыми лучами солнца и отправлялся работать в поле. Он выращивал кукурузу и пшеницу, как это делали поколения его предков. Жизнь текла размеренно и спокойно, пока одной ночью в 30-х годах прошлого века не произошло нечто необычное. Марк проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Он выбежал во двор, но ничего подозрительного не увидел. Утром, обходя свои владения, фермер заметил странный кратер на краю поля. В центре воронки лежал большой камень необычной формы. Марк прикоснулся к нему и удивился. Несмотря на холодную погоду, камень все еще был теплым. Фермер подумал, что это должно быть упавший с неба метеорит, но не придал этому особого значения. Марк принес находку домой и показал своей жене Саре. Они долго рассматривали камень, пытаясь понять его происхождение. В конце концов, супруги решили оставить его себе как интересный сувенир. Сара предложила использовать тяжелый камень, чтобы подпирать дверь сарая. Муж согласился, не найдя странному булыжнику лучшего применения. Шли годы, и необычный камень стал привычной частью дома фермера. Дети Марка и Сары выросли и разъехались, а метеорит все так же верно служил дверным упором в сарае. Когда пришло время продавать ферму, Марк решил оставить камень новым владельцам, как часть истории этого места. В 1989 году ферму купил Джек Рокфеллер. Он был городским жителем и решил попробовать себя в сельском хозяйстве. Джек с интересом выслушал рассказ Марка о падении камня, но также не придал находке особого значения. Для него это был просто еще один предмет быта, доставшийся от продавца вместе с домом. Более 30 лет камень продолжал выполнять свою скромную роль дверного упора. Джек почти забыл о его существовании. Но в 2019 году произошло событие, которое заставило его вспомнить об этой истории. В новостях рассказали, что в Оклахоме нашли крупный метеорит. Это вызвало настоящую золотую лихорадку. Люди начали искать небесные камни по всему штату. Джек задумался. А что, если его старый дверной упор тоже окажется чем-то ценным? Он достал камень и внимательно его осмотрел. Внешне он действительно отличался от обычных булыжников. Поверхность была неровной, с характерными углублениями. Джек решил проконсультироваться со специалистами. Он отправился в Центральный университет. Там его направили к профессору геологии Синди Томпсон. Ученая с первого взгляда заинтересовалась необычным камнем. Она провела предварительный анализ и предложила Джеку более детальное исследование. Результаты удивили даже опытного геолога. Химический анализ показал, что камень на 88% состоит из железа и на 12% из никеля. Такое сочетание элементов не характерно для земных пород. Сомнений не оставалось. Это был настоящий метеорит. Джек не мог поверить своему счастью. Простой дверной упор оказался редким небесным гостем. Профессор Томпсон назвала находку метеоритом Норман в честь места, где он был обнаружен. Она также сообщила, что это один из самых крупных и ценных метеоритов, найденных когда-либо в Америке. Новость быстро облетела научное сообщество. Метеоритом заинтересовались ведущие исследовательские центры страны. Образцы камня отправили на анализ в институт в Вашингтоне и Калифорнийский университет. Ученые обнаружили в составе метеорита редкие элементы, что еще больше повысило его ценность. Специалисты определили, что метеорит Норман — это очень древний фрагмент Солнечной системы. Он путешествовал в космосе миллионы лет, прежде чем упасть на Землю. Такие находки крайне важны для изучения истории нашей планетарной системы. Джек был ошеломлен, узнав приблизительную стоимость своей находки.
Эксперты оценили метеорит в сумму до $1 миллиона. Перед фермером стал непростой выбор — продать камень музею, частному коллекционеру или оставить себе как семейную реликвию. После долгих размышлений Джек решил, что метеорит должен служить науке. Он выразил желание продать его музею, но при этом пожертвовать часть вырученных средств университету. Так, камень, пролежавший десятилетия в качестве дверного упора, мог внести вклад в развитие астрономии и геологии. История Джека Рокфеллера и метеорита Норман получила широкую огласку по всему миру. Она вдохновила многих людей внимательнее присмотреться к обычным вещам вокруг себя. Кто знает, какие еще сокровища могут скрываться среди привычных предметов быта. Похожий случай произошел в небольшой румынской деревне Толщи, расположенной в живописном регионе Бузо. Здесь жила пожилая женщина по имени Мария. Она всю жизнь провела в этой деревне, занимаясь хозяйством и ухаживая за небольшим садом. Мария была известна своей добротой и гостеприимством. Ее небольшой домик всегда был открыт для соседей и путников. У входной двери женщины лежал массивный камень, который Мария использовала как дверной упор. Этот камень она нашла много лет назад, когда гуляла вдоль местного ручья. Регион Бузо славился своими находками янтаря. С древних времен местные жители добывали его для изготовления украшений и лечебных средств. Однако Мария не придала особого значения своей находке. Для нее это был просто удобный камень, который хорошо удерживал дверь в ветреную погоду. Жизнь в деревне текла размеренно и спокойно. Мария занималась своим хозяйством, ходила в церковь по воскресеньям и иногда навещала родственников в соседнем городе. Ее дом был полон старинных вещей, доставшихся ей от родителей и бабушки с дедушкой. В 1991 году в деревне произошло чрезвычайное происшествие. Дом Марии ограбили. Воры проникли внутрь ночью и унесли несколько золотых украшений, которые женщина хранила как память о покойном муже. Удивительно, но грабители даже не обратили внимания на массивный камень у двери. Мария была расстроена потерей дорогих сердцу вещей, но благодарила Бога, что сама не пострадала. Жизнь постепенно вернулась в привычное русло. Камень-упор продолжал лежать на своем месте, храня в себе тайну, о которой никто не подозревал. Шли годы, Мария состарилась и уже не могла самостоятельно ухаживать за домом. Ее племянник Итан, живший в городе, предложил тете переехать к нему. Пожилая женщина согласилась, но попросила не продавать ее старый дом, как память о прожитых годах. Итан начал разбирать вещи в доме тети. Он планировал отремонтировать здание и превратить его в уютное место для летнего отдыха. Среди множества старых предметов его внимание привлек необычный камень у входа. Итан поднял его и удивился необычному весу и текстуре. Племянник Марии был человеком любознательным. Он интересовался историей края и прекрасно знал о богатых залежах янтаря в этих местах. Внимательно осмотрев находку, Итан заподозрил, что это может быть не простой камень, а кусок окаменевшей смолы. Итан решил проконсультироваться со специалистами. Он отнес камень в местный краеведческий музей. Сотрудники музея были поражены размерами и сохранностью образца. Они предположили, что это может быть редкий вид янтаря, характерный для региона Бузо. Для точного определения находки требовалось проведение экспертизы. Камень отправили в Краковский музей в Польше, где работали ведущие специалисты по янтарю. Результаты исследования превзошли все ожидания. Оказалось, что камень Марии — это огромный кусок румынита, редкой разновидности янтаря, которая встречается только в регионе Бузо. Его вес составлял 3,5 килограмма, что делало его одним из крупнейших известных образцов этого минерала. Ученые определили возраст находки — от 40 до 70 миллионов лет.
такие древние и хорошо сохранившиеся образцы представляют огромную ценность для науки. Новость о находке быстро распространилась в научных кругах. Геологи и палеонтологи со всего мира заинтересовались уникальным образцом. Румынит ценен не только своей редкостью, но и возможностью изучать древние экосистемы по сохранившимся в нем включениям. Итон был потрясен, узнав об истинной ценности камня. Эксперты оценили находку примерно в $2 миллиона. Простой дверной упор оказался настоящим сокровищем. После долгих размышлений Итон решил, что такая редкая находка должна принадлежать всему народу Румынии. Он передал янтарь государству, чтобы его могли изучать ученые и видеть обычные люди. Камень был признан национальным достоянием страны. Музеи Бузо и Толщи устроили настоящее соревнование за право выставить уникальный экспонат. В итоге было решено, что янтарь будет по очереди экспонироваться в обоих музеях. Мария была удивлена и обрадована, узнав о ценности своей старой находки. Она говорила, что всегда чувствовала в этом камне что-то особенное, хоть и не могла объяснить, что именно. Две эти удивительные истории прекрасно иллюстрируют, что стоит внимательнее смотреть на обычные вещи вокруг нас. То, что кажется простым булыжником или ненужным мусором, оставшимся от старших родственников, может оказаться настоящим сокровищем. Кто знает, может быть, в вашем доме тоже спрятано что-то особенное и очень ценное. Дорогие зрители, что вы думаете об этих историях? Как бы вы поступили на месте Джека и Итана? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.